самой северной точки Северной Америки, город Так-Так-Так. Часов 10, наверное, за рулем, но серьезного бездорожья. Не обращайте внимания, что так солнце палит, я к этому уже привык. Такая информация к размышлению, это в госпитале, в туалете просто везде лежат презервативы. Да, снег он и в Африке снег, блин. Холодный. А новости вот такие. Дорога закрыта. Ну, естественно, мы решили сигануть. Так, надеюсь, что я его сейчас накачаю, чтобы доехать куда-то. На бурчик, нашли дырку. Там, я слышу, Давай, железячка. Проехали через огонь, через воды, через лопнувшееся колесо, через закончился бензин, через закрытая дорога, через любую жопу, которую можете представить. Но мы здесь. И сегодня, кстати, мы были с тобой, знаешь где? На Арктическом океане. А я напоминаю, что мы находимся в самой северной точке Северной Америки, город Так-Так-Так. Это Северный Ледовитый океан, это суровая Арктика. Сейчас мы с ребятами находимся в единственном ресторане в этом городе. Ну, рестораном не назовешь, а бургерный. И заказали по бургеру и думаем, обсуждаем, куда, как дальше ехать. Ребята из разных точек мира, встретились все здесь, все доехали. Для меня лично какие-то почти 12 тысяч километров. И я здесь. Вот ребята приехали из Аргентины, с самого юга Аргентины до самого севера Америки. Это известный легендарный путь. Они его проделали за 65 дней. Ну, приехали, вот только они сейчас доехали. И обратно. Сейчас ехать еще 65 дней. Но у меня апдейт. Я решил возвратиться сегодня обратно в Инуик и не остаться ночевать на океане. Так. Очень холодно, продирающий ветер, где-то около 5 градусов, плюс ветер, и желания там оставаться большого нет, особенно на океане, там еще холоднее. Сейчас уже поздний вечер, солнце, так как у нас полярный день. Думаю, что часа 2-3 я еще проеду, так как силы есть вроде. И уже заброшу свои удочки в Инуик, городе, где я уже был, который обзор я вам уже делал в предыдущей серии. День был, конечно, долгий. Я съездил в Так и бэк. Получилось очень много работы. Часов 10, наверное, за рулем, но серьезного бездорожья. То есть это не просто 10 часов. Мышцы все экзосты, все болят. Ну, все, приехал, сейчас помоюсь. Тут вот у меня палатка такая. Кэмпграунд. Тут выбора немного. Но есть душ, поэтому я счастлив. Я нахожусь в... Все время забываю название столицы Northwest Territories. И рядом здесь есть шоп. Мой шоп, который я завтра хочу зайти и посмотреть, если у них есть колеса для меня. Так как резина у меня полностью лысая. Я сейчас вам покажу, на какой резине я ездил в самую тяжелую точку нашей страны Канады. Вот у меня остатки резины, как видите. Уже стерты. Ну, все, доехал. Не обращайте внимания, что так солнце палит. Я к этому уже привык. Хочу просто показать, как это выглядит. Город очень напоминает, скажем, Гандер. Наверное, и по размеру, получается, и по качеству. При въезде в паркинг-лот меня предупредили, не паркинг-лот, а этот кемпинг-граунд. Меня предупредили, что тут всякие алкоголики ходят, чтобы вещи прятал. Точно как Гандер все. Привет.
как в детство попал. Как бы мог показать он остальной город тоже, но тут, честно сказать, нечего смотреть. Плюс, когда ночью гуляет кто-то незнакомый, то столько интересов. Ладно, пойдем дальше искать этих алкоголиков. Шучу. Интересно, вот так как тут, наверное, холодновато зимой, и водопровод весь замерзает, то проводить нельзя, только дома. Такой отвод водопроводом, через утеплитель. Это выглядит как колхоз, но умненько сделано. Утро. Сейчас часов 9. Олежка приехал уже. В 3 утра встал, холодно было и поехал. Так что преимущество полярного дня есть. Иду сейчас за кофе. Уже собрал все свои шмотки. Решил кофе там не делать. Иду за кофе. Буду разбираться с колесом. Если могу лысые колеса тут поменять. Если нет, то помчимся дальше. Вот такие планы. Нашел кофе. Ближайшее место, где нашел кофе, это был госпиталь. И также единственное место, где продается кофе в Инуике. Такая информация к размышлению. Это в госпитале, в туалете просто везде лежат презервативы. И апдейт на сифилис. Ну, кофе попил, так что настроение бодрое. Сейчас я возвращаюсь в сторону Юкона, где я уже был. Тут дорога только одна. И возвращаюсь в Доусон-Сити. Ну, если хорошо одеться, то температура нормальная. Где-то до 10 градусов. Так что едем. Ух ты! Посмотрите, что у нас слева. Мама, лось и 2 маленьких лосенка. Не знаю, если вы это увидите в камеру. Какая прелесть. В каком-то ужаснике такие вороны сидят тут. Я думаю, вы их слышите. Братик, ты больше меня, блин. Зашел на старое кладбище. Дорога не очень, но зато очень красиво. Давайте посмотрим. Тут направо главное не упасть. Ну да, как бы съездить, а снег не показать. Да, он есть. Да, сейчас 20 градусов на улице. И да, я стою полностью в снегу. Так что журчание вокруг, это не я писаю. Извиняюсь за пошлую шутку. А это снег тает и вот тут стекает. Да, снег он... Снег он и в Африке снег, блин. Холодный. Такая красота. А где я нахожусь, да, тут не важно. Где-то в горах. Лепота. Красивый вид. Дорога, конечно, опять жопа, но это уже привычно. Так обычно и бывает, красивый вид там, где тяжело доехать. Так что классика. Вот очень людное у нас сегодня в мире. Капитан. Мы знакомые, с которым мы уже тусовались. Это куда мы едем? Это откуда? Олега, напомни, как река называется? Пир Ривер, точно. Это мы пересекаем Пир Ривер. Там инструктаж, куда как прыгать. Маленький апдейт всем. Сейчас осталось километров, наверное, 300 до выхода с хайвея. И говорят, там очень сильные пожары до сих пор. Вон стоят уже все грузовики, и, по-моему, там всех останавливают. Сейчас мы узнаем. Да, что-то там не так. А, нет, это просто стоп. Хорошо. В общем, все обложило дымом сейчас. Но нам нужно прорываться, потому что завтра будет дождик. По этой хайве в дождик мы вообще ездить не сможем. Особенно на лысой резине. Не вариант.
Поэтому мы решили, будем ехать до самого конца, до пожара, в смысле. Если проскочим, то проскочим, если нет, где-то там остановимся, чтобы, по крайней мере, завтра поменьше ехать. Конечно, не самый лучший вариант ночевать в пожаре. Но как бы из двух вариантов мы выбираем этот. Немножко подустали, конечно, мы сегодня, можно сказать, всю Демстер Хайвей пропипячили. Олежка вообще всю, может, в ночь выехал. Так он за мной едет, поэтому, чтобы не разгоняться, так как он немножко сонный, уставший. Что не радует, что по встречке еще ни одной машины не выехала. Мы уже подъезжаем, осталось километров 30-40. Дождик только что прошел, как вы видите, дорога сырая, но нормальный. Вот опять дождик начинает капать, но это уже мелочи. Но посмотрите, какая красота с горами происходит. Это что-то где-то как-то. Особенно вот там долина такая, да, туда. Это где-то миллионы лет назад тут айсберг шел. Вот так вот колею делал. Вы спросите, какие новости? А новости вот такие. Дорога закрыта. Можно ехать дальше. Ну, шел рейс, поехали, все. Я пописать надо, мне бензин закончился. А тут бензин есть? А? А где тут еще бензин есть? Бак закрыть. Бак, я понял, да. Ну, естественно, мы решили сигануть. Вот тут можно через шолдер проехать. И так как дождик идет, надеюсь, что огонь нам сильно не помехой будет. Да, вот мы въехали в пожар. Тут дым стоит клубком. Дышать практически нечем, блин. Даже не знаю, откуда он идет. Где-то очень близко, потому что воняет как не в себя. Ну, теперь, по крайней мере, понятно, почему дорога закрыта. Так, еще одно предупреждение. Все равно очень хочется отсюда побыстрее уехать. Очень воняет. Для легких это, конечно, не самый лучший отдых. Вот начался дождик, очень пасмурно. 13 градусов. Кругом везде дым. Запах все равно стоит неимоверный. Так, ну такое тоже бывает. Сейчас уже 11:30 ночи, мы за рулем с 8 утра. Ты с 3, да? 3 встал, 4 выехал. Вот это поезд с 4. И только что бензин закончился, мы когда на запасках доехали. Потом у нас закрыта была дорога. Мы как-то там проехали тоже. А теперь колесо. Так, надеюсь, что я его сейчас накачаю, чтобы доехать куда-то. И будем дальше. Демпстер выдержал. Да, выдержал Демпстер. Вот это да. Это я горжусь. Я горжусь. Сейчас будем пробовать наш наборчик. Нашли дырку. Там, я слышу, Давай. железячка. Открывай. С парой. Ну так, она типа прочищает. Крутишь, потом вытаскиваешь и должна. О, отлично. Вроде накачивает. Сколько сегодня, блядь, приключений было. Сейчас уже полночь. Мы, получается, с утра, вот молодой человек с 3 утра, я там чуть попозже. Ну, я вчера до 3 ехал, какая разница? Ну да, у нас было... Да, мы сделали регировочку, да. Вот сейчас мы, я хотел показать, вот приехали сюда в какой-то парк. Тут закинем наши удочки и будет хороший улов, наверное. То есть поспим наконец-то. Уставшие как собаки, проехали через огонь, через воды, через
лопнувшееся колесо, закончился бензин, через закрытая дорога, через любую жопу, которую можете представить, но мы здесь. И сегодня, кстати, мы были с тобой, знаешь где? На Арктическом океане. Да. Вот такой день был сегодня. Все excited. Сейчас буду собирать палатку и постараться лечь спать. Доброе утро. Ночью была сильная гроза, что очень хорошо для дождей. В смысле, для пожаров. И воздух чуть почистился, но сейчас все мокрое, так что будем сейчас немножко сушиться и в путь. Вот, из хороших новостей давление продержало ночью. Так что вроде залатали правильно, лата работает. Сейчас покидаем мы это прекрасное место. Едем в Whitehorse. Whitehorse у нас дилершип колеса поменять. Если они сегодня смогут, слава богу. Если нет, то наверное, останусь до завтра. Или поеду в Ванкувер. И уже там поменяем. Потому что, не знаю, они лосоватые у меня. Передняя нормальная, по-моему. Да, передняя нормальная, такое выжившее Dempster Highway. А задняя уже полностью стерта. Да, вот эти вот плитки должны быть, вот как вот эти вот, я не знаю, если вы видите, по толщине должны быть такие. То есть где-то нам 2 сантиметра она уже стерта и ни хрена не осталось. Но, в принципе, с Божьим словом я могу и до Ванкувера доехать, если надо будет.